Смерть Николы Теслы в 1943 году вызвала огромное внимание не только в научном сообществе, но и среди правительственных структур. Сразу после его ухода Федеральное бюро расследований США конфисковало большую часть личных записей и документов гениального изобретателя, мотивируя это вопросами национальной безопасности. Но что именно власти считали столь опасным, чтобы засекретить записи ученого на десятилетия? Среди изъятых материалов оказались дневники и рукописи, в которых Тесла подробно излагал свое видение устройства Вселенной и роли человеческого сознания в ней. Он утверждал, что Вселенная представляет собой бесконечное энергетическое поле, внутри которого все связано невидимыми нитями. Эта идея была далеко не нова в философском смысле, но Тесла давал ей строго научное объяснение, опираясь на свои эксперименты и открытия в области электромагнетизма и энергии. Согласно его записям, сознание человека — это не абстрактное понятие, а конкретная энергетическая форма, не подверженная уничтожению. Ученый ссылался на фундаментальный закон сохранения энергии, утверждая, что сознание, будучи энергетическим явлением, сохраняется даже после разрушения физического тела. Но где именно сохраняется сознание после смерти? Тесла был убежден, что после смерти физического тела сознание человека возвращается в то самое универсальное энергетическое поле, из которого оно первоначально возникло. Это поле он называл космическим океаном энергии, неким универсальным пространством, где энергия и информация циркулируют вечно. Ученый считал, что человеческое сознание является всего лишь временным отражением, фрагментом этого бесконечного энергетического океана. Тесла отмечал в дневниках, что традиционные религиозные представления о Боге и загробной жизни кардинально отличаются от реальности, открытой ему в ходе научных исследований. Он критиковал антропоморфный образ Бога, утверждая, что это упрощенное восприятие мешает людям понять истинную природу Вселенной и самих себя. Согласно его видению, Бог — это сама энергия, фундаментальная и абсолютная, пронизывающая каждую частицу мироздания. Что удивительного в этих записях Теслы? Прежде всего то, что ученый, известный своим рациональным складом ума и строго научным подходом, всерьез занимался вопросами, которые традиционно относились к области философии или религии. Впрочем, Тесла никогда не разделял науки и духовности, считая, что истина может быть открыта только на стыке этих двух подходов. Еще одной сенсационной находкой в дневниках Теслы стали его размышления о возможности передачи информации через пространство и время без ограничений физической реальности. Он утверждал, что сознание способно воспринимать сигналы и энергию из других измерений, существующих параллельно с нашим миром. Именно эти записи, по мнению историков науки, могли стать причиной столь долгого засекречивания дневников. Тесла предполагал, что при помощи специальных устройств можно было бы установить связь с сознаниями, существующими за пределами человеческого восприятия, а возможно, и с сознаниями людей, покинувших наш физический мир. Подобные утверждения ставили под сомнение официальную научную парадигму и могли подорвать авторитет религиозных институтов. Не это ли стало главной причиной, по которой дневники ученого были тщательно скрыты от общественности? Кроме того, ученый подробно описывал эксперименты с высокочастотными энергиями, способными, по его мнению, оказывать влияние на человеческое сознание и восприятие реальности. Он верил, что определенные частоты и вибрации способны открыть сознанию доступ к универсальному полю знаний, что позволило бы человеку выйти за рамки ограниченного понимания материальной реальности. Именно это Тесла считал ключом к разгадке тайны жизни после смерти и природы божественного. Подобные эксперименты и идеи выглядели слишком радикальными для своего времени, поэтому ученый предпочитал не афишировать их открыто. Он прекрасно понимал риски, связанные с публикацией таких материалов, и опасался преследований со стороны как религиозных структур, так и официальной науки. В результате многие его открытия и прозрения оставались на страницах тайных записей.
Несмотря на секретность, ряд исследователей позже отмечал, что Тесла предвосхитил многие идеи современной квантовой физики, включая теорию мультивселенных и гипотезу нелокальности сознания. Его представления об энергетической природе сознания и возможности существования жизни после смерти во многом перекликаются с последними открытиями в области физики элементарных частиц и квантовой механики. Возможно, именно поэтому современная наука снова и снова возвращается к изучению наследия великого ученого. Таким образом, записи, которые так долго скрывались от глаз общественности, сегодня дают нам возможность переосмыслить не только жизнь и наследие самого Николы Теслы, но и наши собственные представления о природе реальности. Эти уникальные материалы способны изменить отношение к вопросам смерти и бессмертия, Бога и природы сознания. И именно поэтому сегодня они вызывают столь мощный интерес как среди ученых, так и среди широкой публики. Возникает вопрос, почему именно сейчас эти записи наконец становятся доступными. Возможно, человечество подошло к той точке своего развития, когда оно способно воспринять и оценить идеи великого изобретателя. Ведь еще недавно подобные взгляды считались бы фантастическими, а сегодня они обретают научное подтверждение и всерьез обсуждаются ведущими учеными всего мира. Что еще скрывали дневники Николы Теслы? Об этом мы поговорим во втором блоке, где подробно рассмотрим взгляды ученого на Бога и религию, а также причины, по которым он скрывал свои самые революционные мысли от широкой аудитории. Никола Тесла, несмотря на свой гениальный ум и многочисленные открытия, всегда тщательно избегал публичных дискуссий о религии. Он родился в семье православного священника, что уже с ранних лет дало ему глубокое понимание религиозных доктрин и текстов. Но почему же ученый, обладавший столь уникальными взглядами, предпочитал хранить свои убеждения в тайне? В записях, найденных после его смерти и долгие годы скрывавшихся от общественности, Тесла подчеркивал, что его взгляды могут быть неверно истолкованы обществом и вызвать крайне негативную реакцию религиозных организаций. Он считал религию важной частью человеческой культуры, но одновременно отмечал ее существенные ограничения. Религиозные системы, по мнению Теслы, сдерживали развитие человеческой мысли и сознания, предлагая человеку упрощенные ответы на сложнейшие вопросы бытия. Ученый полагал, что Бог не является личностным существом, наделенным человеческими эмоциями и способным судить или миловать людей. Для него Бог был скорее универсальной формой энергии, пронизывающей всю Вселенную и объединяющей каждую частицу материи и сознания в единую, неделимую систему. Эта энергия, по его мнению, не имела начала и конца и была абсолютным, бесконечным и самодостаточным явлением, а не высшим существом, наблюдающим за людьми с небес. Почему такие взгляды были настолько революционными и даже опасными? В эпоху, когда общество еще твердо стояло на фундаменте традиционных религиозных учений, заявления о том, что Бог — это не личность, а энергия, воспринимались бы как откровенная ересь. Это могло не только разрушить авторитет религии, но и привести к серьезным конфликтам внутри общества. Осознавая это, Тесла тщательно ограничивал распространение своих идей и избегал открытой публикации подобных взглядов. Однако, несмотря на осторожность, в частных беседах и личных дневниках ученый достаточно откровенно высказывался о своем видении божественного. Он говорил, что человеческие религии создали упрощенный образ Бога для того, чтобы управлять массами, внушать им страх и надежду, заставляя действовать в нужном направлении. Тесла видел в этом мощный социальный инструмент, но критиковал его за то, что он мешал свободному развитию человеческого мышления. Более того, ученый утверждал, что настоящее понимание Бога должно основываться не на слепой вере или суевериях, а исключительно на науке и рациональном подходе. Он говорил, что наука и религия, если бы работали совместно, могли бы значительно ускорить развитие человечества. Однако реальность того времени была такова, что наука и религия находились в постоянном противостоянии, и это тормозило раскрытие истинной природы Вселенной. Почему же Тесла не рискнул открыто заявить о своих взглядах? Главная причина была в том, что он боялся не столько за себя лично, сколько за свои научные труды.
Ученый понимал, что его репутация и авторитет могли серьезно пострадать, если бы он открыто выступил с критикой религии. В результате многие его важнейшие открытия могли быть проигнорированы или отвергнуты научным сообществом, которое и так с большим трудом принимало его новаторские идеи. Также важным фактором была личная безопасность. В начале XX века критика религии могла привести к серьезным преследованиям, как со стороны общества, так и со стороны властей. Тесла, прекрасно понимая эту ситуацию, предпочитал выражать свои мысли в осторожных формулировках и лишь в кругу доверенных лиц, надеясь, что со временем человечество достигнет уровня развития, способного воспринять его идеи без агрессии. В своих дневниках он не раз упоминал, что будущее науки лежит именно в понимании того, что традиционные представления о Боге и духовности не могут больше удовлетворять растущие интеллектуальные потребности человечества. Он считал, что религия должна трансформироваться в научно-философское учение, которое объясняет мир без необходимости прибегать к мистике или слепой вере. Для него истинная религия будущего — это наука, глубоко понимающая законы природы и осознающая место человека в ней. Интересно, что Тесла, несмотря на свои жесткие высказывания в адрес религий, всегда подчеркивал важность духовности в жизни человека. Он был убежден, что настоящая духовность не противоречит науке, а наоборот, дополняет и обогащает ее. Именно поэтому он выступал за гармоничное объединение научных знаний и духовного опыта, которое могло бы дать человечеству совершенно новые горизонты развития и понимания себя и окружающего мира. В результате сегодня, когда его записи постепенно становятся доступными, мы можем увидеть истинные масштабы его философского наследия и понять, почему великий ученый был вынужден хранить свои взгляды в тайне. Ведь идеи, которые он высказал почти век назад, только сейчас начинают находить свое подтверждение в научных исследованиях и осмысливаться современным обществом. Какие же еще тайны содержали дневники Николы Теслы и как именно он представлял себе жизнь после смерти и бессмертия человеческого сознания? Именно об этом мы поговорим в заключительном, третьем блоке. Вопрос жизни после смерти веками волновал умы философов, ученых и религиозных деятелей. Никола Тесла не был исключением, однако его подход к этому вопросу кардинально отличался от общепринятых взглядов. Что же именно писал об этом величайший изобретатель и гениальный мыслитель, и почему его идеи так долго скрывались? В своих секретных дневниках, хранившихся десятилетиями под замком спецслужб США, Тесла оставил записи о том, что смерть, по его глубокому убеждению, не является концом существования сознания. Для него смерть представляла собой не более чем трансформацию, переход сознания человека из одной формы существования в другую. Основываясь на своих многочисленных экспериментах и теоретических исследованиях, Тесла пришел к выводу, что сознание неразрывно связано с универсальной энергией и является ее неотъемлемой частью. «Энергия не может быть создана или уничтожена», — писал он, — «она лишь переходит из одного состояния в другое». Это утверждение является центральным в его рассуждениях о бессмертии сознания. Согласно Тесле, сознание каждого человека после физической смерти сохраняется в виде уникальной информационно-энергетической структуры в бесконечном пространстве Вселенной. Но как именно это происходит? Тесла утверждал, что мозг человека действует подобно приемно-передающему устройству, улавливая и транслируя сигналы универсального информационного поля. В момент смерти, когда тело перестает функционировать, сознание просто перестает быть привязанным к физическому приемнику и переходит в состояние чистой информационно-энергетической волны. Таким образом, оно становится частью огромного космического сознания, сохраняя при этом все свои знания, память и опыт. Тесла подробно описывал и тот механизм, который, по его мнению, мог бы позволить живым людям взаимодействовать с сознаниями умерших. Он предполагал, что создание специальных технических устройств на основе его открытий в области электромагнетизма и высокочастотных энергий может обеспечить прямой доступ к этому энергетическому полю сознания. Благодаря таким устройствам люди могли бы общаться с ушедшими, получая информацию напрямую из того, что Тесла называл универсальной библиотекой сознания.
Почему же эти идеи оказались столь неприемлемыми и опасными для своего времени, что их пришлось скрывать почти столетия? Главная причина заключалась в том, что они полностью ломали традиционные представления о загробной жизни, которые веками поддерживались религиозными и общественными институтами. Религии предлагали людям строго очерченную картину посмертного существования с вознаграждением или наказанием, что обеспечивало социальный контроль. Тесла же видел смерть как естественный и научно объяснимый процесс, не связанный с наказаниями или наградами, а следовательно, не подвластный контролю со стороны церкви или государства. Ученый был уверен, что когда-нибудь его идеи будут подтверждены экспериментально и приняты обществом. Он писал, что это произойдет, когда наука достигнет такого уровня развития, при котором станет возможным не только теоретическое понимание, но и практическое доказательство существования сознания вне физического тела. И сегодня мы видим, как его взгляды начинают находить отражение в современных исследованиях в области квантовой физики, нейробиологии и исследованиях феноменов сознания. Современные научные теории, такие как квантовая запутанность, многомерная Вселенная и теория информационного поля, фактически подтверждают предсказания Теслы. Исследователи все чаще приходят к выводу, что сознание не локализовано исключительно в мозге, а является феноменом, охватывающим гораздо большее пространство, возможно, даже целое измерение. Это полностью совпадает с предположениями великого изобретателя, сделанными им еще в первой половине XX века. Тесла также утверждал, что понятие времени, к которому мы привыкли, является ограниченной человеческой концепцией, не соответствующей истинной структуре Вселенной. По его мнению, прошлое, настоящее и будущее существуют одновременно, и человеческое сознание после смерти способно воспринимать реальность совершенно иначе, не привязанным к линейному времени. Такая перспектива открывает совершенно новые возможности для понимания феноменов бессмертия и сознания, выходящего за рамки физической реальности. Но почему человечество так долго игнорировало эти идеи? Прежде всего потому, что они кардинально меняют традиционные представления о мире, жизни и смерти. Переход на новую парадигму требует не только интеллектуального, но и морального и культурного взросления общества. Сегодня человечество, по мнению многих исследователей, подошло к той точке, когда идеи Теслы могут быть поняты и приняты не только научным сообществом, но и обычными людьми, ищущими ответы на главные вопросы своего существования. Таким образом, дневники Николы Теслы, наконец открытые миру, не просто раскрывают нам удивительные идеи одного из величайших ученых в истории человечества. Они бросают вызов нашим самым фундаментальным представлениям о жизни и смерти, заставляя пересмотреть привычные взгляды и открыть себя новому пониманию бессмертия сознания и природы Вселенной. Возможно, именно сейчас настало то время, когда мы готовы принять эти революционные идеи и изменить свое отношение к вопросам смерти и жизни после нее.